Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В последние годы все больше возрастает интерес к лоскутному шитью. При этом многие рукодельницы берут за образец опыт зарубежных мастериц, совершенно забывая о том, что на Руси лоскутные одеяла шили с незапамятных времен и делали их не только из экономии, как многие считают, но и в качестве оберегов, хранителей. Известно, что, например, на свадьбу молодым могли подарить лоскутное одеяло, для изготовления которого собирали лоскутки и остатки кроя от одежды со стороны как жениха, так и невесты. И оно становилось оберегом для молодой семьи. Естественно, в те времена никакого интернета не было, курсов тоже, каждый шил так, как хотел. А сейчас мастерицы шьют топ, верхнюю часть, соединяют ее с наполнителем и тканью для обратной стороны, простегивают и окантовывают. Но есть очень интересный, хитроумный, полузабытый способ. Тряхнем стариной. Раньше такие одеяла шили на руках, без использования швейных машинок. Но, как известно, лень – это двигатель прогресса. И сегодня сошьем древнее лоскутное одеяло по современной технологии. Для начала нам нужны квадраты ткани одинакового размера. У меня это 15 на 15 сантиметров, но вы можете взять свои размеры. Для удобства работы разделим их на кучки: красные, светлые с розовым оттенком, синие, светло-голубые. Алгоритм работы самый простой. Нам нужны заготовки, сшитые из 4 квадратов. Для начала сошьем вместе 2 верхних квадрата. Потом к ним присоединим 2 нижних. Естественно, работаем сразу со всем массивом заготовок. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки в начале и в конце каждой детали делаем обязательно. После того, как нашили гирлянду, разделим ее на нужные заготовки. После этого тщательно расправим наши детали. Для работы нам нужен большой квадрат. Можно просто сделать один шов, и получится заготовка из 4 маленьких квадратов. Но у нас задумка гораздо интересней, и мы будем шить пилотки, прямоугольники. Для этого сначала прошьем одну короткую сторону, потом длинную со стороны стыковки деталей, а потом опять короткую. Ничего сложного в этом нет. Закрепки делаем обязательно. Также шьем все сразу гирляндой. Экономим нитки, время, деньги и нервы. А теперь смотрите, какие прекрасные прямоугольники, конвертики у нас получаются. Можно их просто вывернуть, расправить, притянуть вместе середины противоположных сторон, вложить внутрь наполнитель, края подвернуть и зашить открытые срезы. Заготовки простегать вручную. Но в этом случае сложно красиво подогнуть ткань в углах, поэтому делаем немного по-другому.
Заготовки не выворачиваем, просто раскрываем их, растягиваем, притягиваем друг к другу середины противоположных сторон и этот открытый край зашьем на швейной машинке. Естественно, что работаем по-хитрому. Прошиваем угол, потом оставляем примерно 5 сантиметров незашитыми. Обязательно на машинке прошиваем, фиксируем центральный шов и дошиваем до конца детали. Получаются заготовки очень интересной формы. Их разъединяем, потом каждую деталь выворачиваем, расправляем и подтягиваем все швы. У нас изначально все ткани проходили влажно-тепловую обработку, а при таком способе работы можно спокойно обойтись без утюга. Такие заготовки рукодельницы делали в свободное время. Шли на посиделки, брали с собой лоскутки. Естественно, не понесешь ведь с собой чугунный утюг на углях. Затем в каждую заготовку помещали утеплитель. Думаю, что в каждом хозяйстве и у каждой мастерицы были свои варианты. Где-то пух и перо, где-то овечья шерсть, где-то льняная кудель или тонкий слой ваты. У меня это кусочек синтепона, а для объема можно добавить еще немного холофайбера. Почему я так делаю? Синтепон под утюгом теряет пышность, спекается, а шарики холофайбера сохраняют объем. Ну, нет вот у меня отары овец. Кстати, если у вас есть собака, то можно сшить собачье лечебное одеяло. Конечно, шерсть перед этим надо хорошенечко промыть и просушить. Работа эта неспешная. Наполнителя надо не очень много. Помните о том, что потом все это будем прошивать на швейной машинке. При работе за швейной машинкой основная задача – прошить, простегать по диагонали и сразу же зашить открытое отверстие. Особое внимание уделяем тому, чтобы совпали детали в середине. Одеяло ведь у нас будет сразу же двухсторонним.
После того, как прошили заготовки по одной диагонали, точно так же прошиваем и по другой. Получаются очень интересные двухсторонние подушечки. А дальше уже включаем фантазию. Кручу-верчу, запутать хочу. Как пришьете, так и ладно. На все вопросы отвечайте, так и задумано. Когда мы примерно определились с раскладкой, можно приступать к соединению деталей. Самые упорные и трудолюбивые могут попробовать это сделать вручную. В принципе, это очень спокойное медитативное занятие. Долгими зимними вечерами сидеть и неспешно вручную шить лоскутное одеяло. Включить в это время на канале Polystitch и рукодельничать вместе со мной. Ручная работа получается более красивой и аккуратной. Но нас испортила цивилизация. Для тех, кто хочет побыстрее, даю подсказку. Самое главное, помните, что все будет хорошо, не перешивай. Эти детали можно соединять между собой в стык на швейной машинке. Шить можно зигзагом, но я использую широкий трикотажный шов. Это когда машинка делает 3 стежка в одну сторону, потом 3 в другую. И еще небольшой совет. Детали укладывайте с небольшим нахлестом, так соединение будет более крепким. Удобно соединить сначала по 4 заготовки, а потом уже сшивать их в более крупные блоки. На швейной машинке можно сразу же выполнить и стежку, самую простую, прямыми линиями. Прошьем таким же декоративным трикотажным швом. Тот самый классический вариант исполнения этого лоскутного одеяла, когда все шьется на руках, известен у современных рукодельниц под названием «Есенинское одеяло». А у нас свой современный вариант. Думаю, что вы все уже оценили прелесть работы с ним. Не надо мучиться с огромными кусками ткани, топом, наполнителем, бэком. Не надо ползать по полу. Не надо делать сэндвич и потом долго мучиться со стежкой. Тем более, если в вашем распоряжении только маленькая бытовая швейная машинка. Это одеяло можно увеличивать и увеличивать. Сначала шить для ребенка маленькое, детское, а потом по мере роста добавлять новые детали. А если какой-то элемент износится, то его можно легко выпороть и заменить. И может получиться действительно семейное, историческое одеяло-оберег, в котором найдут свое место
лоскутки от одежды всех членов семьи. Ведь его не обязательно шить только из хлопка. Всем желаю приятного рукоделия. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!